Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Александр Лазарев на связи прямо сейчас. Александр, приветствую вас. Здравствуйте, рад видеть и слышать. Взаимно. Александр, очень сжимаются события, все в предвкушении, а что же будет дальше? И прям статьи пишут в западной прессе, и даже Кремль комментирует. Да, говорит, скоро переговоры. Но очень уж опять выпирает наружу вот эта вот Москва. Сегодня Песков в очередной раз сказал, что Путин встретится с Зеленским только в Москве. Вчера Зеленский говорил, что встретится обязательно, но не в Москве и не в Минске, то есть не в России, не в Беларуси. И вовсю сначала сообщают, потом опровергают, что 24 числа, собственно, выйдет Зеленский и чего-то объявит. То ли референдум, то ли выборы, то ли все вместе. Примечательно, что это годовщина, 4-я годовщина широкомасштабной войны России и Украины, она как бы вот тоже знаково, как бы вот в календаре отметилась как каникулами для депутатов. Ну, может, конечно, Зеленский топнет ножкой и вызовет всех обратно. Сегодня Рада утром собралась, и ничего не началось, потому что не было достаточного количества. И пошли какие-то оправдания, что вот бы заболели, вирус какой-то, то ли простуда, то ли диарея, понос, то ли какая-то еще история. В общем, беда. Пошесть какая-то, понимаете? И все смотрят, вот скоро 24 число. Как вы думаете, исходя из тех политических процессов, которые происходят, действительно что-то готовится такое на до, во время и после следующего раунда переговоров, который будет, ну, наверное, на следующей неделе? Если он будет, да, это тоже такой важный момент, если он будет, и где он будет, и будет ли он в Абу-Даби, или будет он где-то в Штатах, или вообще он не состоится. Пока что из публичных заявлений, из настроений, которые звучат со стороны Кремля, можно предположить, что на следующей неделе он может отмениться, потому что уж больно такие резкие заявления были и со стороны Лаврова и Пескова. Вот. Что касательно сжатия там, да, и интересов. Вот. Я бы сказал, что Зеленского, скорее всего, сжимается Макиндрианское кольцо, да, в геополитическом смысле, и вокруг него, и у него сжимается. И те ультиматумы, которые выставляют Соединенные Штаты Америки, которые озвучивают и Financial Times, и потом подтверждает Арахами, что американцы об этом говорили, и, скорее всего, настаивают на ускорении процессов, да, в плане договоренностей, мирных переговоров, на уступках, на которые Зеленский не хочет уйти. Ну, в принципе, это тоже понятно, потому что мы с вами уже неоднократно обсуждали. Он на эти уступки не может пойти по двум причинам. Первая — внешняя, другая — внутренняя. Внешняя — это потому что британцы, коалиция желающих, не заинтересована в том, чтобы он помог сейчас Трампу, выглядит миротворцем и человеком, который смог завершить войну в Украине, что, собственно говоря, потом Трамп хочет использовать на предвыборной гонке в ноябре 2026 года. Ну и внутренняя причина, потому что если он пойдет на эти уступки, то его свое же окружение сметет. И, скорее всего, сметет очень жестко, и он будет уже не героем, да, которого он хочет из себя рисовать, как минимум для новосозданной касты барбершопных войск, да, и всего этого силового окружения, которое наживается на боевых действиях, он будет предателем, да, и капитулянтом, а он этого делать не хочет. Для него это смерти подобно, причем во всех смыслах слова. Поэтому Зеленский не пойдет ни на какие уступки, он по-изуитски будет действовать, будет рассказывать Трампу, что да, мы рассматриваем, но вы же понимаете, сейчас провести ни выборы, ни референдум невозможно. И, собственно говоря, вчера уже об этом было заявлено, что до прекращения боевых действий подобные шаги не будут сделаны, не будут осуществлены, потому что это сделать тяжело технически, и это будет неправильно. Поэтому сначала давайте прекратим боевые действия, прекратим огонь, а потом будем проводить референдум и будем проводить выборы. Но прекратить огонь до того, как будет проведен референдум и выборы, тоже невозможно, потому что здесь уже позиция российской стороны, которая говорят, никакого прекращения огня для перегруппировки войск никто делать не будет. Русские требуют, чтобы был уже очертан и заключен мирный план, и после этого только будет прекращение огня. Тут получается схема такая, что Зеленскому нужно сначала
стулья, а потом деньги. А русские говорят, что сначала деньги, а потом стулья. А можно наоборот, можно, но деньги вперед. Собственно говоря, вот картина маслом, да, которую мы сейчас наблюдаем. И все упирается именно в эти аспекты. Поэтому я не верю в то, что будут проведены выборы 15 мая. То, что он может сделать какое-то громкое заявление 24 февраля, более того, не просто заявление сделает, он кино снимет. Он снимет очередной фильм «4 года войны», «4 года незламности», «4 года потужности», как героически он руководит государством. И если бы не он, то вообще Украины бы не было. Причем ее, наверное, бы даже не основали, если бы не Зеленский. И не важно, что он в то время был крайне мал, он был совсем дитя, да, но тем не менее, все благодаря ему. Ну и благодаря Смелянскому, конечно. Вот Зеленский, благодаря Зеленскому Украина существует, в Украине есть свет, потому что если бы он записывал блоги и пил кофе, то света бы не было. И благодаря Игорю Смелянскому в Украине есть деньги, потому что ежемесячно 300 миллиардов долларов платить налогов, но я не знаю, Ротшильды и Рокфеллеры за всю историю, наверное, в месяц ни разу в жизни не платили совокупно, и Вангарды, и все остальные такое количество налогов, как платит Смелянский. Поэтому вот вам два человека, которые являются теми столпами государства, на которых Украина вообще держится. Если их убрать, Украины не будет. Поэтому нужно беречь, нужно пылинки сдувать и Зеленского, и Смелянского вместе взятых. Ну, подождите, там еще британцы подключились, говорят, мы больше, чем полмиллиарда, извините, триллиона это я махнул, полмиллиарда, 500 миллионов плюс фунтов стерлингов, я так понимаю, будет направлено для того, чтобы у Украины были ракеты, оружие. Вовсю сейчас обсуждается, а на что воевать Украине. И вы знаете, Европа выделила деньги, да, 90 миллиардов проголосовали. Британия вот сообщает о том, что и на дроны, и на ракетное вооружение, в общем, все будет нормально. Получится ли у Зеленского с вот таким гандикапом протянуть долго? И как вы оцениваете, сейчас вот это же самое важное время. Вот у нас годовщина Минска, да, второго, там, где Порошенко, Путин, Меркель, там, Оланд. И вы знаете, вот ты понимаешь немножко, когда оборачиваешься назад, что все могло быть по-другому. Но тогда этот Минск, он был окутан какой-то такой тайной. Ну, до сих пор там, да, вот, а кто подписывал, а кто не подписывал. А название же документа – это комплекс мер Порошенко. И, в общем, вот это до сих пор, да, когда вспоминают минские договоренности, все, в общем, копья ломают, все как бы говорят, да, это ничего не значило, да, это все. Меркель, которая разоткровенничалась, говорила, что мы подготовили таким образом Украину. Даже на трибуне парламента, я так думаю, что это Федына всех заразила и сглазила. Она вышла и говорит, вот при Порошенко Минск был подписан, Зеленский, зеленая, а где ваш Минск? Где ваш Минск? Понимаете, все идет к тому, что мы же понимаем, что как бы маски срываются. И конкретно эта война будет британско-европейская, и конкретно эта война вот сейчас выглядит именно вот так. Статистика пришла, что на 99% поддержка Соединенных Штатов Америки Украины упала. А ведь это о чем-то говорит. То, что все становится очевидным и не таким путанным, туманным, как, например, 11 лет назад. Как влияет на дальнейший сценарий развития событий? Мы с вами еще летом обсуждали о том, что Америка будет сокращать военную и финансовую помощь для Украины. Я это говорил ранее, и вы об этом говорили. Ну, то есть, как бы только слепой этого не видел, потому что те тенденции, которые начались давно, вот они, собственно говоря, вот постепенно воплощаются в жизнь. И для людей, которые наблюдают исключительно за заявлениями, да, и за проявлением политики в публичной сфере, для них это становится чем-то, ну, каким-то нонсенсом. Вау, американцы сократили помощь, я скажу так, что американцы скоро перестанут ее вообще давать. И если Зеленский так дальше будет петлять, то американцы еще и разведданные сократят и перестанут их давать. А дальше случайно под каким-то предлогом и Старлинки отключатся. А дальше комплексом Патриот не хватит ракет, а их уже не хватает, и об этом говорит Зеленский. Да, ну, правда, у Садового их хватает, они там кинжалы сбивают над Львовом, да, но а так по Украине Зеленский говорит, что плохо, нет ракет,
для комплексов «Патриот» и винит в этом в первую очередь не себя, не дипломатическое руководство страны, а воздушные, да, военно-воздушные силы Украины. То есть он говорит, они плохо справляются. Это тоже такой момент интересный, потому что он является верховным главнокомандующим вооруженных сил Украины, а воздушные и противовоздушные обороны, да, силы – это часть вооруженных сил Украины, собственно говоря, подведомственная часть Зеленского. И он публично начинает критиковать и перекладывать ответственность. Но это мы уже привыкли к этому, да, он же ни за что плохое не отвечает, только все хорошее это делает Зеленский, все плохое это какие-то чиновники, непонятно, как они там появились и откуда взялись. Это первый момент. Второй насчет американцев. Второй момент насчет кредита, который утвердил Европейский Союз. Ну, из 90 миллиардов 60 миллиардов на территорию Украины не зайдут. То есть они останутся на территории Европы и будут потрачены на военное производство. То есть Украине дали кредит. Я хочу, чтобы все сейчас поняли, что это не помощь, а кредит. Друзья, открывайте источники, читайте, там это написано. За счет которого военно-промышленный комплекс Европы будет работать. То есть бабки пойдут не в Украину. Украина будет должна тело кредита плюс проценты. Вот, а деньги получат основную массу 60 миллиардов военно-промышленный комплекс Европы. То есть европейцы закредитовали за счет Украины свой военно-промышленный комплекс. То есть таким образом подарили военно-промышленному комплексу деньги, которые потом, во-первых, будет сбыт продукции военно-промышленного комплекса, будет добавочная стоимость, будет заработок денег. Ну, а потом в бюджет Европы придется возвращать не владельцам ВПК, а придется возвращать украинскому народу плюс проценты. Ну, схема давно излюблена Западом, она работает. При Байдене такая история работала и в США. При Трампе она немножко сократилась. Это первый момент. Разбили эти деньги на 2 года. То есть, что мы имеем? 30 миллиардов долларов, которые должны, или евро, простите, которые должны зайти на территорию Украины, разбиваются на 2 года. 15 миллиардов в год. Ну, получается 1,1 миллиарда в месяц. Украина получит кредитных денег, настоящих реальных кредитных денег. При дефиците бюджета, да, Украины там практически в 100 миллиардов, ну, хватит этих денег? На что их хватит? На покрытие каких расходов их хватит? Понятно, что ни на что их не хватит. Зеленский запрашивал 120 миллиардов в год для продолжения боевых действий. Еще раз, дали 30 на 2 года, 15 в год, вместо 120, практически в 10 раз меньше, почти в 10 раз меньше, в 9 целых там и несколько десятых. То есть поэтому мы понимаем, что эти кредитные деньги на ситуацию ну, вообще никак не повлияют. Они даже не выровняют положение дел внутри Украины. Это тоже зафиксировали. Следующий момент – это Минск, о котором вы упомянули. Очень плохие Минские соглашения были, страшно плохие. Они допускали возвращение Донбасса на правах автономии. Вы представляете, как это же зрада какая? И все вот эти вот Федыны, Медыны, да, и прочие, они выступали в парламенте и в студиях телеканалов и кричали, что зрада, нельзя выполнять Минск. Ни в коем случае нельзя. И влада действующая то же самое кричала, когда адекватные люди, в том числе я, говорили, ребят, лучше условий не будет. Давайте выполним Минск, потому что дальше только хуже. Минск-3 будет хуже, чем Минск-2. Я это сказал еще до войны, дорогие друзья. И то есть и за это, кстати, и преследование получило часть из этого высказывания. Вот потом получился Минска-3. Не было, но был Стамбул. И если мы сравним, то где были неправы? Вот Стамбул хуже, чем Минск-2, потому что по Минску-2, да, вопрос Крыма не стоял на повестке дня, но Донбасс возвращался в состав Украины на правах автономии. В Стамбуле Донбасс уже не возвращался. Крым давно снят, и Донбасс уже не возвращался. Но возвращался Херсон и Запорожская область. Вот, дожились до того, что был уже Стамбул-2, потому что Стамбул-1 Борис Джонсон решил просто воевать и рассказал вместе с Ричардом Муром для Зеленского, что ты победишь Россию и возьмешь себе еще какие-то земли, помимо того, что ты хочешь. То есть потому что весь Запад с тобой, за границей тебе поможет, мы тебе дадим парабеллум, и ты будешь отстреливаться. Вот дали парабеллум, но в итоге не получилось то, на что рассчитывали. И получается Стамбул-2.
А по Стамбулу-2 давайте вспомним, что было летом по Стамбулу-2. То есть это, значит, Донбасс, Крым, Херсонская, Запорожская область по контролю. Да? Ну, Донбасс россияне требуют по административным границам. Вот. Плохой, очень плохой Стамбул-2. Хуже некуда. Да? Он еще хуже, чем Стамбул-1 и Минск-2. То есть куда его можно исполнять? Ни в коем случае. Территориальный вопрос мы не поднимаем. Тогда русские, уезжая, говорят: ребята, тогда следующие переговоры будут еще хуже. Это пока они будут, мы там, и покажем вам, и вообще переговоры не потребуются. Вот дошли до того, что в Абу-Даби что-то обсуждалось. Казалось бы, мирный план Трампа, который Трамп предложил, в Анкоридже обсудили. Вот, берите и подписывайте, и соглашайтесь. Необходимо взять и закончить войну, как говорит Дональд Фредович. Но мирный план Трампа слишком много пунктов имеет. А много пунктов – это много писанины, читать, выполнять что-то. Целых 28. Как? Это невозможно. Там армию хотят сократить, украинскую. Это плохо. Нужно сократить российскую армию, да, по заветам Каи Каллас. И вот тогда, конечно же, будет подписан мир. Поэтому это тоже не подходит. Давайте 20 пунктов или 19, как сказал Ермак вместе с Рубио. Где эти пункты? Это же... Постойте, можно по-разному относиться к Лаврову в последнее его заявление. Они же очень нам... наглядно демонстрируют, что есть вот нечто официальное, а есть нечто неофициальное. То есть официальное заявление, что официально 20 пунктов Россия даже не получила. Им даже не давали эти пункты, потому что они, наперед, американцы были в курсе, что это будет отвергнуто. Поэтому даже официально, не знаю, почтовым голубем не направили, электронкой не отправили, никак не отправили. То есть это же нам о чем говорит, что об этих 20 пунктах, о которых вы сейчас рассуждаете? Говорит о том, что понятийные вопросы закончились. То есть до этого все работало на духе Анкориджа, работало на каких-то внутренних договоренностях, на том, что Уитков, Кушнер могут прилететь к Путину, они встретятся в дружественной обстановке, покушают растягайчиков, или что они там кушали. Вот еще и ящики крыс с собой вгрузят, и эти вопросы будут как-то решаться. Но потом Россия решила формализировать этот процесс. А формализировать — это значит перевести в дипломатическую плоскость, и в дипломатической плоскости тогда необходимо официально передать, уведомить через дипведомство, передать эти пункты там с печатями, с грифами, и тогда Россия ознакомится. То, что говорит Лавров, это перевод из понятийной сферы в дипломатическую. С точки зрения международных отношений, дипломатическая всегда хуже, чем понятийная. На понятийной могут договориться, решить вопрос, а потом подписывать что-то уже на дипломатическом уровне. Но когда одна из сторон заявляет о том, что договориться на понятийном не получается, потому что одно заявляется, другое делается, или, например, там нет такого достаточного влияния у одной из сторон на третью сторону, которая задействована в конфликте, и это решение не происходит, тогда, говорят, переходим мы в дипломатическую. Значит, пришлите нам эти 20 пунктов или 28 пунктов, потому что видели мы только то, что было в Анкоридже, а дальше никто не присылал. И здесь объективно, никто ж не верит в то, что Лавров не знает о 20 пунктах и что там написано, то, что там обсуждается между американцами и украинской делегацией, то, что обсуждалось в Абу-Даби, конечно, знает. Но он специально говорит о том, что приведите это все в формальный вид, и тогда будем общаться формальным языком. Это значит, что ситуация сейчас не самая лучшая по мирному урегулированию. И, возможно, будет задействован план «Б». А план «Б» — это то, о чем мы еще летом с вами разговаривали, это отход Америки от конфликта, постепенный отход. Красиво, кстати. Никто с плеча не рубит, как Байден в Афганистане, кипиш не устраивает. Все очень аккуратно. Прекращается сначала в 77 раз уменьшается финансовая помощь, потом сокращается количество вооружений, потом где-то разведка не дорабатывает, где-то не передаются данные, где-то Starlink не прорабатывается, не работает, отключается. Потом мы видим, что количество денег не додано, и оружие вообще не идет, а потом оно все на ноль сходит. И вот такой постепенный сход на ноль, он может быть прям до ноября 2026 года. Поэтому, с точки зрения... Так, погодите, а как же дедлайн 15 мая? Арахамия говорит, это, в общем, не дедлайн, но американцы это говорили.
То есть тут тоже очень интересно. Это процесс достаточно не быстрый. Сейчас вот эти депутаты там все, конечно, заболели, но Венеславский не болеет. Он ходит на эфиры. Видно сразу, что хорошо у него все со здоровьем. Тоже такой специфический персонаж, что он говорит, что вот, нам нельзя повторять ошибок УНР, нам нужно сохранить государственность. И всех обнадеживает, что где-то в апреле-мае, в принципе, война закончится, и это вполне возможно. Но это же четко укладывается в эти дедлайны, которые говорит, как это, дедлайны, да, которые говорит, о которых говорит Арахами. Ну, причем дед на английском, а лайны на чисто украинском можно, да, переводить. И тогда прикольное сочетание получится. Ну, Арахамия вообще много чего говорит, да, и я почему-то склоняюсь к мысли, что не до конца даже понимает то, что он озвучивает. То, что американцы высказали, да, там на какой-то закрытой встрече, опять-таки, ни одно официальное лицо Соединенных Штатов Америки не сказало, что вот он дедлайн до 15 мая провести выборы и провести референдум. Нет, это Financial Times, это Арахами, это еще какие-то люди. Да, сейчас можно разводить демагогию, говорить о том, что Арахами проамериканский политик, ориентируется на Штаты, он там в переговорной группе вместе с Умеровым, они летают и через них доносят какую-то информацию, какую-то доносят 100%. Ту, которую необходимо, чтобы он озвучил. Что-то сливает. Но не факт, что они сливают планы и доносят ему действительно то, что планирует администрация Трампа. Они могут доносить ему 10%, и Давиду этого вполне достаточно, чтобы он носился с писаной торбой и рассказывал о том, что он владеет какой-то такой сверхсекретной и закрытой информацией, и он знает, он реально знает. Уже один знаток, да, прогнозировал на 15 января окончание боевых действий, потому что ему правильные люди сказали. А, как известно, из практики правильные люди не могут говорить неправильные вещи, поэтому, значит, война должна была закончиться. Но есть логика намерений, есть логика обстоятельств. И последнее всегда сильнее. И мы сейчас видим, что война до сих пор идет, и она не просто не заканчивается, она набирает обороты, она усиливается. Темп, интенсивность также усиливается. Поэтому это два варианта, которые озвучены были для украинского руководства. Первый вариант – это, ребята, давайте ускоряйте процессы, проводите выборы, демократизацию, да, видимую, невидимую демократизацию. Можете провести референдум. Если вы не можете сами согласиться там, на какие-то территориальные уступки, то переложите это на плечи народа. Зеленский ж об этом говорил еще до президентской каденции и во время президентской каденции. Якщо народ скаже, то що ж я можу зробити? То що думка народу, я просто маю її виконувати, так як я ж нанятий народом менеджер держави, да? То есть и все, он тогда должен выполнить. Но Зеленский и на это не пойдет. То есть потому что он прекрасно понимает, что либо пойдет на фальсификацию результатов референдума. На выборы они уже сказали, что нет такой возможности, и во время боевых действий ничего проводиться не будет. Но тогда вскрывается второй конверт. Запускается план «Б». А план «Б» очень нелицеприятный для украинской власти, в том числе для Зеленского, да, и его окружения. План «Б» — это когда его никто вообще не поддерживает. Именно из Америки. И все ложится на плечи Европы. И как бы там ни рассказывали в европейской прессе, в украинских аналитических центрах о том, что Европа практически на 99% может заместить американскую помощь, поставки вооружений, это все бред. Не может. Разведданные не может. Нет такой разветвленной сети спутников, да, которая есть у Соединенных Штатов Америки. Они не могут производить ракеты для Патриот. А если у них есть лучшая система противовоздушной обороны, тогда какого черта они закупают у американцев, стоят в очереди и ждут комплексы Патриот, и ждут к ним ракеты? Значит, нет собственного. А на разработку собственного необходимо длительное время. Да, это только в Украине Федоров может за полгода разработать свои комплексы противовоздушной, противоракетной обороны и поставить их на вооружение. На бумаге, конечно же, да? Потратить на это еще несколько миллиардов долларов. А в реальности это десятки лет. Десятки лет. Поэтому Европа заместить не сможет. Тут вопрос уже времени и запаса прочности. Поэтому, я думаю, украинская делегация это все очень четко и ясно доносит, что, ребята, если вы будете петлять, то тогда едьте в Туманный Альбион, запрашивайте у них не просто разведданные по земле, по спутникам, деньги и военную помощь. Пускай вам предоставляют. Вот такой разговор, скорее всего, да, вкратце звучит от американской делегации.
Очень интересно, что на этом фоне война приобретает какие-то абсолютно галопирующие эскалационные такие перспективы. Значит, вчера нам говорили о том, что по Бортничам станция аэрации будет удар, и Киев должен запастись водой. Сегодня, опять-таки, до конца разговора станет понятно, наверное. В тот момент, когда мы с вами говорим, зрители увидят немножко позже наш разговор, сообщают, что предварительно есть запуск Орешника по Украине. До этого у нас по поводу Орешника было два таких очень, специфических инфоповода. Сырский и Генштаб выходили и говорили, что бьют по Капустиному Яру. И вот смотрите, фламинго летят раз, два, ночью, утром. В Капустин Яр развалили там какие-то помещения, которые для обслуживания баллистических ракет. И еще раньше очень нездоровая какая-то история, давно тянущаяся у Зеленского с Белоруссией. Он говорит, что если там запуск Орешника будет с Беларуси, то Беларусь ввергнется в войну. Судя по тому, что сейчас так ни шатка, ни валка помогают, разве что Британия, давайте будем откровенны. Александр, так а что, Украина откроет еще один новый фронт? С этим бы совладать? Или будет бить по Беларуси? Тогда же ответ, допустим, с Беларуси, там же подлетное время просто минимальное, и если начинать воздушную компоненту войны, учитывая Беларусь, тогда извините. То есть тут уже не будет логистики, ни трасс, ни маршрутов поставок помощи. Тогда, в общем, война ужмется где-то там до пределов Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой. Даже Тернопольская область попадает в, скажем так, в зону поражения. И вы знаете, я просто так, достаточно скептически относился к варианту того, что чуть ли о переносе столицы речь шла. Да? Это как мемуары, воспоминания, какие-то несбыточные прогнозы, таро-гадания. Но в этом случае, простите, тогда надо будет действительно переносить столицу. Если Киев делают безжизненным, без воды, непригодным к жизни, то если не могут совладать с количеством домов, оно только растет, которые без тепла, без света, на этом этапе войны, то куда деваться? Насчет Орешника, давайте так. Предыдущий прилет Орешника, если не ошибаюсь, был с Астраханской области. То есть Астраханская область находится возле Каспийского моря. То есть дистанция плюс-минус понятно, да? И время подлета было что-то меньше 10 минут. Вопрос. Такую дистанцию за 7, я точно не скажу, 7 или 10 минут время полета было Орешника. Зачем его запускать с территории Беларуси? Для того, чтобы Беларусь попала сейчас под какие-то там дополнительные санкции, чтобы против нее начали еще какие-то действия вводить, да, когда сейчас идет восстановление, например, отношений Беларуси и администрации Соединенных Штатов Америки, когда идет какое-то потепление. Какой в этом смысл? То есть для того, чтобы запустить Орешник, и чтобы он достиг той цели, которая там будет запрограммирована, не нужно его запускать, условно говоря, с границы Украины. То есть на практике мы уже видели, что с более дальних земель и областей России он очень быстро добирается до западной части Украины. И об этом, кстати, там не какая-то российская пропаганда говорит, об этом мэр Садовой сказал. А мэр Садовой – это тот человек, который кинжал избивает, поэтому он осведомленный человек и понимающий в том, что происходит. Это первый момент. Почему звучит тема Беларуси? Буквально несколько дней назад спецслужбы и Беларуси, и России сделали заявление о том, что готовится провокация против Республики Беларусь. Как бы это ни звучало, да, сразу могут все вспомнить Александра Григорьевича с его мемом, да, но тем не менее писалось о том, что
могут либо там со стороны Польши, вот, либо с какой-то другой стороны осуществить какие-то действия. И связывали это даже там со встречами с Тихановской, с прилетом Зеленского в прибалтийские страны, вот, что какой-то план разрабатывается. Какой этот план? Увидим, да, правда это, вброс, тоже увидим. Мы нет, не утверждаем, просто говорю, что были такие заявления, и когда после этого звучат заявления о том, что, например, с территории Беларуси может быть запуск какого-то орешника, если эти заявления звучат именно со стороны украинской власти, то 2+2 более-менее складывается, да, и какие-то легкие очертания плана тоже видны. Логики в этом нет никакой для Лукашенко, для Беларуси. Это первый момент. Второй момент – развязывание там, конфликтов в Восточной Европе, да, помимо украинской войны, вот, выгодно в первую очередь именно британской короне здесь и сейчас. То есть они пытаются сломить игру Трампа. Они этим занимаются давно. Любой конфликт в Восточной Европе, который задевает Европейский Союз, так или иначе объединяет Европейский Союз вокруг Британии и не позволяет ему разбежаться на все четыре стороны. А тенденции такие уже давно существуют. И пока Европейский Союз, основные страны Европейского Союза объединяются вокруг внешней угрозы, внешнего врага, вкладывают огромные деньги в военно-промышленный комплекс, который не является национальным, еще раз, там какой-то одной страны, а является транснациональным. Если взять там долю владения акциями, то мы увидим очень интересные фамилии и очень интересные компании, концы которых ведут в Британию в первую очередь. Поэтому заинтересованность как и геополитическая, так и геоэкономическая у Британии в сохранении конфликтности. И если, не дай бог, для Британии, да, и дай бог для Украины, война в Украине закончится, то им нужно сразу же искать какую-то альтернативу. Поэтому эта альтернатива готовится. А еще лучше для британцев, чтобы было несколько очагов конфликта, которые использовались бы как прокси-войны и объединяли бы экономический и военно-политический потенциал Европейского Союза и держали бы Европу как отдельный центр геополитической игры, который Трамп хочет разрушить посредством поддержки национальных правительств и правых политических сил. Поэтому Беларусь здесь может играть именно эту роль. Вот. А возвращаясь к вопросу Орешника, как я и сказал, для того, чтобы он достиг той или иной цели на очень такой дальней дистанции, его не надо выпускать прямо на границе, либо сокращать дистанцию. Ракета гиперзвуковая и летит очень быстро, и мы это видели. И об этом говорили представители украинских сил ПВО, да, и в том числе отдельные мэры городов. Ну, вы понимаете, в чем дело? Быстро-быстро, пока непонятно, но это Капустин Яр все-таки был. Там что-то тестировали, а все переполошились, что это запуск Орешника, и вроде как сбили эту волну. Ну, посмотрим еще, да, если тестировали, то тоже все неспроста. Я бы хотел вот с вами поговорить. Понятно, что мы... Ну как, мы все в предвкушении этих всех каких-то решений, выборов, каких-то электоральных вещей. Хоть и, собственно, никаких таких основополагающих каких-то моментов, там, вот, фундаментальных вещей у нас нет оснований, да. Нет оснований говорить, что они там выборы будут. Вроде как конь не валялся в понимании вот этих законов во время войны. Но с другой стороны, все прекрасно понимают, что выборы это выгодно Зеленскому сейчас. У него нет конкурентов, он... Как бы это все... Главное, чтобы Запад признал, да, а Россия, да, все равно на Россию. Тема референдума. Ну, подождите, ну референдум, а как его себе представляют вообще люди? Да? Это просто звучит красивое слово, и все концентрируются на вопросах. Но опять, а кто участвует в референдумах? Если референдум по Донбассу, а Донбасс будет участвовать? Ну, вряд ли, правда? То есть, имеется в виду неподконтрольные территории. То есть, если тема референдума, ну, тот, который вот точно все признают, все стороны, чтобы войну остановить, надо как бы, чтобы Россия участвовала. Если, чтобы все признали выборы, тоже надо, чтобы Россия как государство участвовала, чтобы было хоть какое-то обеспечение, да, волеизъявления украинцев на территории России. То есть, и хоть куда ни кинь, везде клин.
Но вместо этого нам преподают очередные уроки. Вот с Орешником, да, я вот жду, когда будет в разных украинских телеграм-каналах после этих сообщений, что вот был пуск Орешника, потом проходит 10 минут, да нет, что-то тестировали, и сразу надо сбор какой-нибудь вбросить информацию, там сбор на беспилотники, там на шлемы, на бронежилеты, и все как бы сразу же активнее участвуют. Актив поднимают. Ровно так же выглядит сейчас Украина там на Олимпиаде. Вот ровно так же. То есть выходит этот Гераскевич, бодается с вот этими функционерами МОК. Бодается, ну и дободался до дисквалификации. Отдельные там украинцы поддерживают Гераскевича, как это так, вот такой продажный лицемерный МОК взял, дисквалифицировал. Ну а что Гераскевич предлагает? Он предлагает разрешить ему в шлеме выступать, извиниться перед ним, а потом еще МОК, ну потому что должен, знаете, как в ресторане, там нашел муху в тарелке, да, и говорит, принеси мне еще там чего-нибудь, бутылочку винца за то, что как в качестве компенсации, говорит, чтобы МОК отправил генераторы в Украину, потому что проблема с генераторами. Ну и, в общем, 3 пункта выдвигает Гераскевич, его снимают с соревнований. Ведь это не совсем даже про спорт, это про отношение к Украине сейчас. И это про отношение Украины к внешнему миру и непонимание вообще, как устроена система, в том числе и олимпийских комитетов, да, и других международных институций. Но когда есть определенные правила, в правилах зафиксировано, что политики в Олимпиаде быть не должно. То есть все, это исключающие вещи спорт и политика. Это зафиксировано черным по белому в Олимпийском комитете. И об этом сказано всем. Все об этом знают. Да, последние годы, конечно, эта тема нарушалась, и нарушалась неоднократно, но все имеет свое начало, все имеет свой конец. И объяснили человеку, что вот не надо политизировать эти процессы, потому что будет дисквалификация. Но отдельные горячие головы, да, из нашей с вами страны, которые привыкли к тому, что на теме всесторонней западной поддержки, которая была несколько лет подряд, можно чудить что угодно, можно делать что угодно. И это будет не просто с рук сходить, тебе будут аплодировать и говорит, гуд, молодец, вот именно так и надо, по-другому никак. Мы тебя поддержим, поэтому еще больше надписей, еще больше плакатов, еще больше флагов. Давай больше, это лучше, там, и это приблизит там перемогу. Какую, правда, перемогу это приблизит, я не знаю. В данном случае дисквалификацию это приблизило, да, и вот, правда, не сильно такой правильный пример будет, да, раз уже начали про ресторан, но это то же самое, есть правило в ресторане. Ты туда приходишь, и ты говоришь, я со своим мясом пришел, пожарьте мне его, я хочу кушать свои продукты, да, вот я со своим. Тебе говорят, друг, у нас так не работает. Может, где-то в другом месте работает, а здесь так не работает. Он говорит, я требую, поэтому еще давайте мне там, как вы сказали, по списку еще бутыля вина. Ну, мы сказали, все, покиньте, пожалуйста, помещение. Я понимаю, пример не самый правильный и удачный в данной ситуации, но тем не менее. То есть сам факт. Есть правила, и эти правила должны соблюдать все. Если ты не соблюдаешь правила, есть тебе санкционные меры, дисквалификация. Нравится, это не нравится, да, но оно так должно работать. Для этого эти правила и придумывают. Рано или поздно нашим согражданам придется это понимать. Придется это понимать спортсменам, придется это понимать политикам, придется это понимать другим категориям людей, которые привыкли, что раз ты имеешь украинский паспорт, то тебе позволяют чуть больше, чем остальным, по той причине, что ты находишься в такой сложной ситуации. Нет, это было временно. Это все уходит в историю. Больше такого не будет. Более того, скоро, увы, для людей с украинским паспортом, ко многим сочувствую, да, особенно украинским беженцам, не тем, которые политически, да, сидят где-то на Майорке и рассказывают, что нужно до 91 года границы возвращать, а обычным людям, обычным женщинам, которые уехали и впахивают, или мужикам, которые смогли тоже за границу уехать. Я отношусь с глубоким сочувствием, потому что прекрасно понимаю, что такое потерять свой дом и потерять родину и возможность вернуться обратно. Но есть же и политическая часть людей. Есть политическая часть людей, которые на этой теме спекулируют. Я сам лично
в городе Варшава, видел картину, как молодые пацаны, обмотанные в украинские флаги, шапками ходят и собирают на ВСУ, там, да, еще на какую-то помощь. И я уверен, что не факт, что эти злотые или евро, которые они там собирают, доходили до Украины. Но они с таким лицом, это ж ты что, говорит, не хочешь помочь, там, да, к людям подходят, особенно когда видят там, украинцев. Вот. Вопрос, ты здоровый парень, да, ты, если такой патриот, ты что решил тогда бизнес делать в Европе? Ну, это я говорю, мелочь какая-то, да, их же всех курирует какая-то структура, есть какой-то там десятник, возможно, сотник, это довольно серьезный бизнес. То же самое, как, например, определенные притулы, да, спутники покупают и на них собирают деньги. Вот как вы сами только что сказали, что могут еще и запустить какой-то сбор средств там, на шлемы или бронежилеты. Вот. Поэтому необходимо привыкать к новым реалиям. Новые реалии таковы, что вседозволенность, которая была для отдельной части общества, она будет скоро заканчиваться, гайки будут закручиваться. Поэтому, ну, ребят, возвращайтесь на грешную землю, смотрите правила, читайте, где описание, что можно, что нельзя, и тогда все будет в порядке. В данном случае, если бы он выступил на этой Олимпиаде, победил бы ее, да, вот, взял бы первое место, золото там или серебро взял бы, мне кажется, он гораздо бы больше пользы принес Украине, да, и своей идее, которую он исповедует, я, право, не знаю, какую он идею исповедует, чем тот скандал, который он учудил и был дисквалифицирован, да, и это относится к и другим спортсменам, которые хотят пойти по его стопам. Глупо, неразумно и бесперспективно. Ну, смотрите, давайте еще два слова об этом. Ведь это тоже очень важно. BBC, ну, понятно, да, британская, публикует фотографию расстроенного отца Гераскевича. Он там поникший, схватился за голову, его там кто-то успокаивает. Для отца, конечно, это большая трагедия. Но мы же должны все-таки, ну, как-то анализировать произошедшее. Олимпиец – это человек, для которого, ну, вид спорта абсолютно, ну, это не украинский вид спорта, при всем уважении, да, но тем не менее государство занимается развитием вот этого вида спорта. И понятно, что таких спортсменов единицы, и это большой шанс, большое достижение для спортсмена выступить на Олимпиаде. Люди к этому идут. Олимпиада – это не столько про перформанс, да, и даже про идеологию. Это действительно большой труд. Этот пожилой отец, он, конечно, он всю душу вкладывал. Да? Это ведь иметь спортсмена, тем более, который олимпийского уровня, это дорога длиной в жизнь. И эта Олимпиада – это очень важный шаг. Любая Олимпиада, да, там, у кого первая, у кого не первая, ты идешь 4 года к этому. Вместо этого оказался шлем важнее, чем спортивный результат. Оказалось деланное важнее, чем результат, чем то, ради чего эти 4 года, а также совпало, что 4 года, да, вот война скоро, да, раз в 4 года Олимпиада. Эти 4 года этот Гераскевич, он не на фронте, он получает поддержку государства, да, чтобы он тренировался. О ее размерах можно спорить. Он сам усиленно тренируется, он готовится. Его не хватают и не пхнут в бус, как там мужчину с собачкой из Одессы, не пробивают ему череп. Или как там полицейского пенсионера, которого забивают до смерти и сажают ТЦКшников. Да, он наоборот, он пользуется тем, что он и он не показывает ничего. Ничего, кроме этого скандала со шлемом. Но его поддерживает Зеленский, он звездой становится, понимаете? Самое время, конечно, идти в политику после такого. Есть другой олимпийский чемпион Беленюк. Да? Он стал депутатом, и многие скептически относились. Но, простите, Беленюк выигрывал. Вот как ни крути, да, он ездил на Олимпиаду уже депутатом и повесил там свои борцовки на гвоздь уже во время своего депутатства. Мне кажется, что идет серьезная подмена понятий. Никто не считает ресурсы, которые вложены, но они сжигаются за один миг, да, в какого-то перформанса. Ровно так же сейчас выглядит и война.
То есть ради какого-то перформанса сжигается весь пройденный путь. Тут что носом пропахал там штурмовик, пехотинец, ну, любой человек, который пошел на войну, которого мобилизовали, отправили на войну. Это не считается. Считается, ну, вот как сегодня, например, вот мы поразили в Ухте, там, бог знает где, да, там, 1700 километров, наши дроны долетели, нефтеперерабатывающий завод. Погодите, так это главное или то, что происходит на земле с этими страданиями, с гробовыми, которые не выплачивают и задолжали, с отношением к уже павшим, к идущим. То есть абсолютно переворачивается понимание государственное и понимание политическое. И вопрос, и зачем я поднимаю эту тему, да, так ровно так же перевернется образ победы и образ финала войны, если все-таки мы весной идем к финалу. По факту будет капитуляция или там проигрыш, или ужас, но нам это все препарируют и расскажут, какие мы герои и так далее. Ну, или наоборот, например, да, тоже может быть. Да, мы там чего-то выиграем, добьемся, но это будет настолько ничтожно, что все будут обсуждать, не знаю, там, ядерный удар по Украине. Да, вот с этим же Орешником тоже там инсинуации все. Вчера там радиостанция «Судного дня». Да, вот это вот там куча сообщений было. Сегодня вот попытались или там тестировали, или что-то было в Капустином Яру. Да, то есть, но ведь уж никак не хочется быть вписанным в мировую историю, как государство соседнее с ядерным, по которому влупили ядеркой, правда? Этого не будет, и слава богу, что этого не будет. И об этом неоднократно говорил президент России, что на подобные действия, да, он не пойдет, что бы там ни говорили горячие головы. В этом есть определенная логика, не только там из-за того, что ядерное оружие оно там не использовалось, и в данном случае нет логики его использования, но еще и нет логики использования ядерного оружия у себя на границе. Это экологическая катастрофа, я уверен, что на это никто не согласится и не пойдет. Понятно, что есть там эксперты всякие, журналисты, да, политики, которые об этом могут часто говорить. В России об этом могут говорить, но об этом не говорит первый человек российского государства. А раз он об этом не говорит, а говорит об обратном, он говорит, что, боже упаси, никто этого делать не будет, значит, его никто делать не будет. Это важный момент, который нужно понимать для всех. Вот, что касается Олимпиады. Здесь, понимаете ли, это идеология головного мозга, это болезнь нашего народа, это не болезнь отдельно взятого человека. Это ж насколько промыли мозг человеку, да, что он выше каких-то практических вещей, выше достижения ставит какую-то идеологическую тему. Это большая беда, это подмена понятий, которая повсеместно происходит внутри украинского общества. Минута молчания на законодательном уровне теперь закреплена вот с Верховной Радой. Осталось ее еще внести в Конституцию, минуту молчания, потому что это же важно на законодательном уровне. Если ты не замолчишь в этот момент, значит, ты нарушил закон. Вот ты нарушил закон, значит, должен нести ответственность. Вы понимаете, то есть, да, что происходит? Права украинцев, да, которые на законодательном уровне тоже закреплены, их давно аннигилировали, то есть на них давно никто не обращает внимания, то есть их не существует. Существует идеология. Воруют классно с лозунгом «Слава Украине», да, и на украинской мове. Ну, правда, воруют на русском языке, да, но тем публично говорят они на украинской мове. Вот, суть от этого не меняется. Дорогие друзья, я хочу, чтобы вы обратили внимание, вам меняют базис настройкой. Вам там, где хотят вас обокрасть, хотят обмануть, вам дают идеологию, вам дают лозунг. И в данном случае, когда подобные там спортсмены вместо того, чтобы чего-то добиться и действительно как-то прославить свою страну, да, в том, в чем он должен прославить свою страну, раз он спортсмен, да, в спорте, то он берет и говорит: я гордый, да, я все там, я вот либо так, либо никак. Только с лозунгом, только с политической позицией. Да плевать все хотели на твою политическую позицию. Она была бы интересна в том случае, если бы ты победил, вернулся в Украину и дал интервью со своей политической позицией, да. И то она была бы интересна в первую очередь для власти, которая его же
используют и таких, как он, одураченных людей. Великий спортсмен, не хочу никого обидеть, не равно 7 пядей во лбу и великий интеллектуал или политический деятель. Дорогие друзья, Кличко – великий спортсмен, великий боксер, но бездарный мэр, бездарный политик. То же самое и с другими. Они могут быть великими спортсменами, но они будут бездарными политиками, потому что это совсем другая область. И если ты думаешь, что ты чего-то можешь добиться своей физической подготовкой, своей волей, физической силой, то это не значит, что ты можешь добиться чего-то в каких-то науках, да, которые не связаны с тем, чем ты занимался, либо в политической деятельности. И это людям необходимо понять. Почему на бытовом уровне? Сейчас самый примитивный пример приведу. Далеко не ходить. Да, вы идете к врачу по назначению, да, зубы лечить стоматологу, а не к урологу, да. Вот, не знаю, сердце идете лечить еще какому-то врачу, а не к сапожнику. Почему вы думаете, что государство может управлять великий спортсмен, хороший боксер? Вот сейчас с усика лепят политика, да, он делает политическое заявление. Да какой с него черту политик, дорогие друзья? Вдумайтесь. Каждый должен заниматься тем, в чем он горазд, в чем он молодец, в чем он преуспевает. И не бывает такого, что ты во всем лучше. Не может такого быть. Есть сферы, я, например, ничего не понимаю в химии и физике. Но я же не иду, не говорю, давайте я буду заниматься там этой наукой и более того руководить каким-то институтом исследовательским. Но я в этом не понимаю, друзья. Понимаю в управлении, этим нужно заниматься. Да? В данном случае великий физик. Не факт, что он будет прекрасно заниматься управлением той или иной сферы, бизнесом, либо государством. Мозг по-другому заточен. У всех есть свои предрасположенности. И путать это не надо. Но когда идеологию ставят превыше реальных достижений, да, реальной пользы, это беда, это болезнь. И с этой болезнью необходимо справляться. И пока каждый не диагностирует у себя эту болезнь, да, в своей голове, у которого она есть, выздоровление не последует. Сначала диагностика, признание проблемы, а потом лечение. Ну, буду спорить с вами. Диагностика, признание проблемы. Смотрите, как сейчас все признали проблему ТЦК. Вы же видите, какие заявления сыплятся? ТЦК признали в себе эту проблему? Не, ну смотрите, как, депутаты, военные, не военные, прям одни, правда, так и продолжают защищать позицию, типа, тебя ТЦК крутит, ловит и бьет, потому что имеет право применять к тебе силу, потому что ты ухылянт, да? Ну, то есть, на Олимпиаде спортсмену можно ухыльнуться от своей обязанности выйти на старт, хотя ему были предложены определенные компромиссы, говорят, ну выйди потом в фан-зону, выйди там на медиазону, выйди после выступления, покажи этот шлем, напяли его, ходи по этому олимпийскому городку в этом шлеме. Нет, он уклонился от своего функционала. Он прежде всего должен сесть на эти санки, этот скелетон, и проехать. А как бы он не ухылянт, да? Он патриот. А ТЦКшники, да, получается, ловят не патриотов. И вот эта дискуссия опять разжигают ее, поджигают, потому что очень тяжелое же событие происходит в последнее время. Крыша едет у всех. Пенсионеры-переселенцы, там, деды, 72 года зарубил своих там по 68 лет, 5 человек умертвил, 5. Топором и молотком. Ну, на фоне ссоры. Пенсионерка там заказывает за $500 соседа, потому что не дает кормить голубей. Это уже старые люди. У них, хотя такие, закалка, да, сколько пройдено, жизнь за плечами. У них уже крыша едет. И все это на фоне вот той атмосферы концлагеря, которая создает ТЦК. Плюс они еще применяют очень интересные вещи. Ну вот Полтава. Видео. Да, значит, это просто у кого-то домофон с видеокамерой, он снимает своего соседа. Получается, это квартира напротив. Они идут, ага, значит, тут адрес такой-такой, смотрят. А что дальше? Они открывают вот эти моменты, где счетчик, где рубильник в лестничной клетке, отключают и спускаются на, там, скажем так, пролет лестничный и ждут.
Значит, проходит какое-то время, из квартиры выходит, собственно, мужчинка, на которого охота. Он выходит, проверяет, никого ли нет, открывает этот ящик, начинает искать свой непосредственно автомат. Ну и тут вдвоем, хлоп его прям возле двери. И, в общем-то, пакуют. Нормальная практика. Все, уже поволокли. Нормальная практика. Вот когда говорят, знаете, у нас нет рабства, говорит нам Зеленский. У нас нет охоты на людей. Такая это охота. Это вот точно так же, как вот бросить в прутик эту приманку, да, и там карпик подплыл, или кто там на сазана кто-то охотится, кто-то там на какую-то красноперку, на бычка, понимаете? Ловля такая своеобразная. И это считается, военная хитрость. И это оправдывают. И, казалось бы, все говорят правильные вещи. Бусификация, нельзя, Лубенец выходит, там, депутаты отдельные. А толку, раз это продолжается? Получается, что нет, осознания недостаточно. Нужно что-то делать. Что можно сделать с ТЦК сейчас на этом этапе, когда перейдены уже все границы? Я когда говорю об осознании, я говорю, что каждый должен осознать свою внутреннюю проблему. Вот если бы ТЦК, те, которые там работают, осознали бы, да, что они моральное уродство совершают по отношению к своим собратьям, согражданам, по отношению к таким, как они, вот тогда, наверное, какое-то выздоровление началось. Но ожидать от этих людей, у которых нет вообще понятия морали и человечности, того, что они что-то осознают, наверное, не стоит. То, что говорит Зеленский, да, рабства нет. Ну так рабства нет. Это когда-то была такая фраза «долой рабство, да здравствует крепостное право». Вот, собственно говоря, он на уровне права отдельных структур это закрепил. Когда Зеленский говорит о том, что необходимо разобраться с ТЦК, дорогие друзья, я хочу напомнить, ТЦК – это составляющая часть вооруженных сил Украины. Верховным главнокомандующим вооруженных сил Украины является Владимир Александрович Зеленский. То есть это подведомственная для него структура. Он самый главный. Если хотите, проще говоря, он генеральный директор этой фирмы. И если в одном из отделов происходит скотство, то ответственность перед владельцем несет всегда генеральный директор. Он не придет отчитываться владельцу, не скажет: уважаемый наниматель, да, работодатель мой, батюшка, там у нас вот там в том отделе вот такое происходит, я не знаю, что делать, но я констатирую, я вам говорю. Но вы все можете такое представить в какой-то фирме? Да, его сразу в шею погонят. Он непридатный для работы. То есть человек не работоспособный, он занимает не свое место. Это сразу же будет. Но почему-то в бизнесе это понятно, а в государственном управлении все думают: Зеленский констатировал проблему. Так это его подведомственная проблема. Это значит, вызови главного этого военкома, кто там отвечает за это. Это Сырского вызови, дай ему по шее, скажи: все, завязывайте. И это по цепочке до самого последнего прапорщика передастся, и никто так делать не будет. Если есть на то политическая воля и приказ. А если приказ другой, что ты выполняй, значит. Ты каждый день должен поймать такое-то количество людей. Простите, не людей, а ухилянтов, потому что для него ухилянты — это не люди. А это, кстати, тоже вопрос насчет разделения украинцев, да, насчет сегрегации. Что это за режим апартеида? Что это такое? То есть ухилянт — это значит не человек, а то человек. Ну, то есть это нормальное государство 21 века, а точно европейское это государство. Это те ценности, да, которых вы, дорогие друзья, хотели, когда выступали там за евроинтеграцию, за то, чтобы вот Зеленский такой, он прям весь европейский молодой политик, не из системы, такой несистемности хотел. Мне кажется, нет. Никто не хотел жить в стране, в котором его считают скотом, у которого нет права, есть только обязанности. А в данном случае это не высокопарные слова, это не просто я там как оппозиционер что-то заявляю. Это каждый видит. И пускай не врут себе хотя бы. Вы можете со мной не согласиться публично, но себе, друзья, не врите. Вы же сами все это знаете. Я говорю сейчас очевидные вещи, очевидные, понятные, что к вам Зеленский и его окружение относятся не как к людям, а как к ресурсу. Они даже вас и называют мобилизационный ресурс. Даже не люди, а мобилизационный ресурс.
как стол, ручка, тапок, либо еще чего-то. Вот вы для них ресурс. Вот такое отношение. Поэтому АТЦКшники, я не знаю, что это за люди, да, и кто их родил на белый свет, раз у них столько ненависти. Это страшная болезнь, это опухоль нашего общества и нашего государства. Именно наличие таких людей, которые по отношению к своим близким, неважно, пускай он зарабичанин, понятно, что не берут из того же города, из того же села человека на эту службу, потому что потом будет народный суд, самосуд народный будет. И не поздоровится не только ему, не поздоровится и семье. Это все прекрасно понимают. Поэтому с другой области отправляют. Ну это что, если ты с другой области, ты что, не человек? Ты когда этого пацана видишь, ты зачем его ногами дубасишь? У тебя что, приказ избивать, унижать, сбивать и калечить? Мне кажется, такого приказа нет. Но это уже внутренний императив, это внутреннее желание. Ему это надо. Он, значит, до этого был никем и ничем, как и, собственно говоря, половина нынешней элитки до войны была никем и ничем, да, там от силы на бутылку себе пыталась нашкрябать, да, и я сейчас говорю про очень великих волонтеров, да, и активистов, а потом стали хозяевами жизни. Такие эти военкомы, которые сейчас творят, что попало. Раньше они бог знает кем были. У них на хлеб не хватало, а сейчас они прям хозяева жизни. Он имеет право дубасить, открывать огонь, стрелять в воздух, унижать, избивать, калечить. Ну так что у тебя в голове? Ты болен. То есть вот осознание того, что человек болен, только это может привести к выздоровлению. Но мне кажется... Так, а смотрите, у нас же идет вот диспропорция. Народу в Украине все меньше и меньше. Соответственно, процентное соотношение вот этих больных людей все больше и больше. Да. В этом вся беда. Поэтому если не происходит лечение через самоосознание, психическое лечение, то когда-то в Советском Союзе существовало принудительное лечение. Этим принудительным лечением должно заниматься государство. Но государство, которое возглавляет такой же больной, да, как и часть общества, и которое поощряет это, по логике вещей не может никого оздоровить. Поэтому сначала смена человека, управляющего этой системой, да, смена системы, и потом лечение тех, которые заболели этим недугом. Их очень быстро можно вылечить уголовным кодексом в первую очередь. Александр Лазарев был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся.